Всем здорово! Эти видео продолжаю обозревать моды, и сегодняшний выпуск посвящен модификации Angry Birds Adventures. Погнали! Этот мод разделен на 3 сезона, а именно сезон 2022 года, сезон 2023 года и сезон 2024 года. На данный момент в каждом сезоне находится по 2 эпизода, соответственно игра состоит из 6 эпизодов. Но кто же создатель этого мода? Знакомьтесь, TCD 729 и Монтегерио. Стоит уточнить, что второй вроде как просто помогал TCD с этим модом и не является его главным создателем. Хотя у него, как и у TCD, есть свой YouTube канал, на котором он выкладывает геймплей других модов. А TCD, кстати, является так-то важной шишкой моддинг комьюнити. Ведь именно на его канале проходит Angry Birds Modding Direct. Если кто не знает, Angry Birds Modding Direct — это ежегодное мероприятие, которое появилось совсем недавно и проводится осенью каждого года. На этом мероприятии показываются трейлеры или уже готовые моды по Angry Birds, что дает, так скажем, первый толчок авторам модификаций. Еще у Angry Birds Direct есть свой аккаунт на GameJolt, на который публикуются моды из этого мероприятия. Короче, мы тут имеем дело с довольно важным человеком, который сделал, спойлер, просто офигенный мод. Сезон 2022 года состоит из 2 эпизодов «Страшный сюрприз» и «Зимняя радость». Стоит также уточнить, что у эпизодов нет сюжета, но есть просто куча изменений по сравнению с оригинальной игрой. Во-первых, самое важное это то, что перерисованы чуть ли не все текстуры в игре. Я был в полнейшем шоке, когда это осознал, поскольку перерисовать все текстуры игры это та еще задача. Вместе с этим меня прям очень сильно порадовали задники, они сделаны прям круто. Во-вторых, как и в оригинальном Seasons, после прохождения эпизода на 3 звезды открывается дополнительный уровень. В-третьих, над плечиками эпизодов есть 3 звезды. И ладно бы они просто были, но они появляются постепенно. В-четвертых, каждый эпизод имеет свой уникальный саундтрек, даже для иногда одного уровня с боссом. Но и в-пятых, изменили меню паузы, оно стало более приятным. Остальные нововведения вы сами увидите по ходу видео. Ну так вот, эпизод «Страшный сюрприз» состоит из 30 уровней. В нем у птиц изменились текстуры на, так скажем, более хэллоуинские. Повсюду разбросана тыква и трава, а дополняет это все светильники и скелеты. Действие первой страницы уровней происходит вечером, при закате. На последнем уровне этой страницы мы сражаемся с королем свиней. И сразу нововведение. Внизу экрана есть босс-бар, который показывает количество здоровья у босса. На второй странице уровней мы играем уже ночью, во время дождя. И круто, что фон тоже при таком раскладе меняется. На последнем уровне эпизода мы сражаемся со свином-призраком, который прячется в пещере. Вход в эту пещеру закрыт железными блоками, которые отталкивают птиц. Для того, чтобы открыть проход, нужно уничтожить все тыквы. После победы нам дают посмотреть на иллюстрацию, в которой видно побежденного свина-призрака. Второй эпизод в сезоне «Зимняя радость» состоит из 25 уровней, которые открыты сразу. При переходе на уровень, его окошечко красиво открывается, а затем уже происходит сам переход. Такое было и в оригинальной игре, но хорошо, что это сохранили в этом моде. На первых 10 уровнях действие происходит днем, в снежной тайге. Свиньи носят зимние шапки и одет в костюмы эльфов и оленей. На уровнях появляются подарки, ветки елок и печенье, а ТНТ заменен на печку. Также в этом эпизоде мы можем поиграть за Тони, кузена Терренса. На 11 уровне начинает вечереть, а на 21 наступает ночь и появляются снеговики и ели. На последнем, 25 уровне, мы поднимаемся в небо и начинаем сражение с королем свиней в костюме Санта-Клауса. Побеждаем и возвращаем подарки и яйца. Второй сезон 23 года все так же состоит из 2 эпизодов – «Пасхальное веселье» и «Космическая гонка». Первый эпизод «Пасхальное веселье» состоит всего лишь из 15 уровней, но за то, как они сделаны, мое почтение. Задники объемные, прям так и верится, что мы играем именно на этом лугу. Повсюду торчит трава и разбросаны пасхальные яйца, а свиньи носят тушки зайцев. И все это дополняет эмбиент на фоне. Ну это такой кайф. Из новых объектов это шоколадные яйца и измененный ТНТ, который тоже стал яйцом. На последнем уровне эпизода мы сражаемся против короля свиней, который сидит в своем большом яйце. В итоге мы его побеждаем, видим иллюстрацию, все дела, но в этом эпизоде спрятано больше золотых яиц. Про золотые яйца, как и про дополнительные уровни, мы поговорим позже. Второй эпизод сезона носит название «Космическая гонка», состоит из 30 уровней, и как понятно из названия, действия эпизода разворачиваются в космосе. Повсюду плывут астероиды, у птиц теперь при запуске нет гравитации, а свиньи обзавелись ТНТ-пушками. На первой странице уровней действие происходит в открытом космосе, а на второй действие происходит на космической станции, где хоть и есть гравитация, но она понижена. На последнем уровне эпизода мы сражаемся с ученым королем свиней и толстым свином с ТНТ-пушкой. Лично для меня этот эпизод стал одним из самых сложных во всей игре, так что согласитесь с терпением, когда будете его проходить. И последний сезон 24 года состоит из 2 эпизодов – «Дракон года» и «Птицы-дураки». Да, я не перепутал название, эпизоды реально так называются. Первый эпизод «Дракон года» состоит из 15 уровней и имеет тематику из эпизода «Год дракона» оригинальной игры. Только теперь действие происходит в горах. Тут, как по мне, задники стали немного уже похуже, но разработчики не забыли про атмосферу эпизода. На уровнях взрываются фейерверки, ТНТ заменены ракетами, по стройках разбросаны мандарины, золотые рыбки и блоки, чайники, вок и иная китайская атрибутика. Свиньи же обзавелись веерами и тематическими шапками. На последнем уровне мы сражаемся с королем свиней. И последний эпизод мода «Птицы-дураки» состоит из 18 уровней. Он имеет тематику театра, а на уровнях устраиваются различные постановки. Также на уровнях разбросан реквизит, который не имеет какой-либо определенной тематики, начиная от фруктов, заканчивая флагами. Еще эпизод может иногда кинуть вот такой прикол.
что-то конкретно встаешь в ступор. И это все прекрасно. Но есть одно но. Уровни не то, что пройти на 3 звезды сложно. Их вообще пройти очень сложно. Так что это точно самый сложный эпизод в игре. Здесь иногда просто не хватает. А если не знать про вот такие приколы, то вообще сначала кажется, что уровень непроходим. На последнем уровне мы сражаемся с королем свиней, короче, база. У нас стали золотые яйца и дополнительные уровни. Золотые яйца просто показывают всякие механизмы, цепную реакцию, ну понимаете, в общем, полная анархия. Чего-то конкретно интересного нету, но зато есть уровень, повторяющий мод Angry Birds Space Extra Planet, обзор на который уже лежит у меня на канале. Перейдем к дополнительным уровням, ведь на них мы можем поиграть за нового персонажа, который умеет стрелять динамитом туда, куда мы нажмем. После прохождения уровня с ним появляется кнопка, при нажатии на которую нас переносит на страницу еще одна модификация TCD Angry Birds Nabis Raid, откуда и был взят этот персонаж. На дополнительном уровне второго эпизода у Терренса и Тони появляются бороды, а потом происходит вот это. В третьем эпизоде мы оказываемся в логове короля свиней, где он хранит офигеть какое огромное количество яиц. В ответ на это мы делаем вот так. В четвертом эпизоде, неожиданно за место космоса, мы появляемся в лесу и играем за леммингов, а еще тут почему-то разбросана шоколадная паста. В пятом эпизоде мы, закипайте пальцем, появляемся в мире Марио. В качестве врагов выступает краткий из НМТ. Почему-то тут есть яйца с номерами на них. Мы играем за бомбу из Марио. Также мы играем за Нут-Нута. Гайс, это точно брейн-рот в мире Angry Birds. При прохождении нас перекидывают на страницу мода. Да, это будущий мод. Ну и наконец, дополнительный уровень 6 эпизода повторяет мод Angry Birds Project R. Его обзор тоже лежит у меня на канале. Ребята, это походу самый идеальный мод, который я играл. Из минусов это только баги, которые были в оригинальной игре. Из плюсов же просто прекрасная графика, особенно задние фоны. Отличный новый дизайн, при котором ты можешь запустить одну птицу и наслаждаться. Хороший саунд-дизайн и в некоторых эпизодах просто идеальная атмосфера. Это просто прекрасный мод, советую в него поиграть всем. Все ссылки можно найти в описании. Ну и на этом все. Подписывайся на канал, ставь колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск этой рубрики. Ну а пока, всем пока.